Всем привет, друзья! Вы снова на канале Грибоед, и сегодня мы будем с вами говорить про уникальный гриб. Этот гриб находится в топе самых целебных грибов, известных науке. И вы сегодня узнаете не только про те целебные свойства этого гриба, но и еще увидите, как можно в домашних условиях вырастить этот уникальный гриб. Этот гриб называется ежевик гребенчатый или герициум. С древних времен герициум успешно используют в народной медицине, а в последние годы ученые все больше и больше подтверждают его лечебные свойства. В ежевике содержится большое количество калия, цинка, железа, германия, селена, фосфора и присутствуют все незаменимые аминокислоты. Доказано наличие в грибе антимикробных веществ, которые не дают развиваться бактерии Helicobacter pylori. Это очень опасная бактерия, которая поселяется и размножается в желудке человека, разрушает клетки слизистой, в результате развивается язва и рак желудка. Поэтому герициум с успехом помогает избежать этих заболеваний. Японские ученые открыли, что в ежевике гребенчатом содержится такое вещество, как эриноцин, который стимулирует фактор роста нервных клеток и укрепляет существующие нейронные связи. Дело в том, что в процессе жизни, обучения, впечатлений, событий наш мозг устанавливает серию новых нейронных связей. Через эти связи нейроны как бы общаются между собой, обмениваются информацией, благодаря чему мы запоминаем события, постоянно улучшаем обучаемость, набираемся опыта. Однако нейронные связи могут разрушаться в результате болезней, травмы, образа жизни или старения организма. Вот тут и приходит на помощь ежевик гребенчатый. Он восстанавливает связи между клетками мозга, с успехом стимулирует рост и регенерацию нервных клеток, благодаря чему человек лучше обучается, стабилизируется нервная система. Герициум помогает бороться с болезнями Альцгеймера и Паркинсона и даже способствует быстрому восстановлению после инсульта. К сожалению, из-за суперцелебных свойств и высокой стоимости ежевика гребенчатого он стал быстро исчезать из наших лесов. И сейчас этот гриб занесен в красные книги разных стран. Поэтому этот чудо-гриб с успехом начали культивировать. Ну а теперь я расскажу вам, как вы можете у себя дома самостоятельно из грибного блока вырастить этот замечательный гриб. Смотрим. Берем блок ежевика гребенчатого, который прошел стадию инкубации, весь инкубационный период. Первое, что необходимо сделать, это срезать полностью верх пакета. Что я сейчас и делаю. Итак, смотрим на сам блок. Так, вот это все можно лишнее убрать. Так. Выпускаем воздух. И сворачиваем пакет плотно к блоку вот таким вот образом. Подворачиваем его полностью. Есть. И теперь мне необходимо закрепить вот эту часть скотчем. Итак, все. Теперь мне нужно сделать несколько вертикальных надрезов с одной стороны
и с другой стороны. Через эти прорези будут расти плодовые тела. Так, раз. Переворачиваем. И с другой стороны то же самое. Все. Прорези готовы. Беру обычную емкость. Вот такую вот большую. На дно, как всегда, я помещаю влажный керамзит, за счет которого увеличивается площадь с которой будет происходить испарение. Ну и ставлю наш блок прямо на керамзит. Мой блок будет стоять под пленкой, в которой есть отверстие для циркуляции воздуха. Эту пленку изнутри каждый день я буду взбрызгивать водой. А может быть и такой метод. Блок я ставлю в миску или тазик. Сверху накрываю полиэтиленовым пакетом в виде колпака. На дно тазика я высыпаю мокрый керамзит или же даже мох. Поливаю его ежедневно немножко водой, для того, чтобы влага сохранялась. Ну и пакет, естественно, тоже взбрызгиваю изнутри водичкой ежедневно. Пакет у меня, как видите, с отверстиями. Вот они. Эти отверстия для циркуляции воздуха. Они лучше, если они будут и вверху, и внизу, для того, чтобы циркуляция была хорошей. Вся эта конструкция, или такая, или в ведре, стоит у меня при температуре 16-18 градусов. Это оптимальная температура для произрастания плодового тела. Итак, мой ежевик гребенчатый рос. И вырос. Посмотрите, какая прелесть. Посмотрите, какой здоровый уже стал, да? Вот в данном случае он уже готов к сбору. Вот эти отростки в виде вермишелины, волосики такие, когда они вот отросли, это означает то, что гриб готов. Его можно срезать. Так, начинаю вынимать эту красоту. Аккуратненько. О! Посмотрите, какая прелесть. Вот это вырос. А снизу прям настоящая дедова борода. Гляньте-ка. Ай-яй-яй-яй-яй. Ого. Снизу даже керамзит поприставал, поприлипал. Прямо вросся туда. Видите, какой огромный. Вот из боковой прорези выросло у меня такое чудо. Видите? Прекрасный результат. Сейчас буду его срезать. Итак. Что мы будем сейчас делать? Ага, в первую очередь я вот эти кусочки керамзита уберу. Они нам, конечно же, не нужны здесь. А на ощупь какой приятный. Какая форма шикарная. Ёлки-палки. Вот это прелесть. Так. О. Керамзит прямо врос туда. Можно было, конечно, выращивать его не в ведре. Некоторым нравится выращивать
просто в большой миске под колпаком из полиэтилена. Просто полиэтиленовый пакет в виде колпака с отверстиями с разных сторон, сверху и снизу. Тогда ему будет больше места для роста. Ну и, возможно, вот эти нижние волосики могли бы чуть больше отрасти. Но ничего, что есть, то есть. Вырастили мы его в ведре в данном случае. Так, керамзит я убрал. Убрал керамзит. Сейчас буду срезать. Так. Так. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Нет, срезать я не буду. Я сделаю вот как. Я его могу не дорезать, повредить. Очень легко и просто. Оп! Все, смотрите. Вот какой у меня готовый гриб в данном случае. Прекрасно. Прекрасно. А мой блок еще может вырастить с другой стороны. Кстати, вот начинает уже что-то пробиваться у меня, если вы заметили. Поэтому я его оставлю в ведре, и он будет у меня продолжать рост с другой стороны. Так, а сейчас посмотрим, сколько же весит мой этот шикарный грибок. Так, оп. Ага, ну вот видите, 435 грамм. Почти что полкилограмма завесил этот кусок. Но из блока, как я говорил, еще будут расти у меня грибы. Отлично. Результат отличный. Вырос у меня дома ежевик классической формы, с отросшими длинными волосками снизу в виде каскада. Выглядит, как будто он рос в дикой природе. Просто красавец. Кроме того, что уже было сказано в этом ролике, польза от ежевика гребенчатого огромна. Это источник мощных антиоксидантов. Это природное средство против рака. Гриб способствует здоровью сердечно-сосудистой системы, способствует здоровью пищеварительной системы. Ежевик помогает контролировать уровень сахара в крови, улучшает обмен веществ, помогает справиться с усталостью и устраняет депрессию. И в целом укрепляет иммунитет. Поистине это волшебный супергриб. Вот такое чудо у меня выросло из грибного блока. Похоже на какое-то мохнатое животное, правда? Насколько приятно к нему прикасаться, гладить его. Вы сегодня увидели, как из грибного блока можно вырастить супер топовый гриб, один из самых лечебных грибов, которые известны ученым сегодня. Это ежевик гребенчатый или герициум. Ну, а на сегодня все. До встречи на канале Грибоед. Всем пока!